Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Два QR-кода с правой стороны от вас на мониторе телефона или телевизора или компьютера. Также ссылки в описании под этим роликом. Мой влоговый и музыкальный канал. Добро пожаловать. QR-код, который вы видите сейчас, это телеграм-канал, который был создан специально для этого канала. Чтобы могли поделиться своими мыслями, роликом, ссылкой, и мы снимем ролик на кролик. Или просто пообщаться. Адекватным людям добро пожаловать. Канал маленький, но удаленький. Различные темы. Заходите, если вы считаете себя адекватным. Так, да, я вещаю в очках. Это ответ на один из комментариев. Как она мне написала, тыкать начала. А тебе какая разница, в очках я или без очков? Не в очках я. Солнце светит, я в очках. Устроил ответ на комментарий? Надеюсь, да. Ну а теперь я перейду к роликам. Кто, да, знаю, многие из вас знают, Азамат. Это казахстанский блогер, да. Он больше разбирает политические всякие сводки, новости. И часто в чат-рулетке общался. Вот. Нашел я ролик, старенький, правда. И к нему докопалась одна. Почему вы так относитесь? Я два ролика подобрал. Не буду опять копеек вставлять своих, так как наши вы внимательно все это выслушали. Один будет Азамат, а другой ролик будет, ну, вы увидите сами, если вы досмотрите до этого момента, и вам будет интересно. Я думаю, будет интересно. Это будет ответ на первый ролик. Давайте послушаем Азамата. Добрый день. Здравствуйте. Я вот слушала, что вы говорите. Я перебью чуток. То, что вы видите написано, это писал не я, это ролик, в общем, ну, такой был ролик скачано, да. И он отвечает, вот, очередная кастрюля, за что нас? Ну, вот он отвечает, в общем, сейчас все будут ответы. За Украину. Я из Украины. Угу. И мне просто неприятно слушать то, что другие державы как-то беспокоятся о том, что мы отделились. Мы имеем на это право. Мы этого хотели. И мы к России не принадлежали раньше никаким боком. Почему мы должны жить с Россией? Вот вы, Казахстан, почему вы подчиняетесь России? Я же вижу, многие из ваших поддерживают Россию. Зачем? Вы понимаете, как Россия напала на Украину, она также может сделать и с Казахстаном. У меня много друзей из Казахстана, которых я уважаю, но они не поддерживают ни Россию, ни русский мир. Не поддерживают, потому что где Россия, там и зло. Россия ничего хорошего никому не несет. Я часто вас слушаю, очень часто. И вы идете против Украины. Почему? Почему вы идете против Украины? Что Украина плохого сделала Казахстану, например? Вы вроде бы умный мужчина, но зачем вы поддерживаете этот злочинный режим, можно так сказать? Я так подозреваю, этот ваш вопрос, Алла, он, по-моему, риторический. И вам мой ответ наверняка не нужен, правильно, Жалочка? Вы же не хотите услышать мой ответ. И, кстати, в своем спиче, да, вы назвали меня достаточно умным мужчиной, правильно же? И вот как вы думаете, Алла, я обязательно отвечу на ваш вопрос, почему я поддерживаю российское государство. И как вы думаете, Алла, почему умные мужчины, да, вот, ну, как вы считаете, поддерживают нынешнее российское государство конкретно в этом вопросе? Ну, они же умные. Ну, дурак бы, наверное, не поддержал бы, да? А умный поддерживает, ну, видимо, на то есть какие-то веские основания, Алла, по поводу всех вот этих ваших лекал, она и такая, там вспомнили даже историю, времена Сталина, да, Голощёкинские, времена голода. Ну, вы хотите услышать ответ, как вы говорите, умного мужчины, или вам не нужен ответ? Не только она, мы тоже хотим услышать ответ. Азамат, я часто вас слушаю, я была Валима на программе. Мой ответ или нет, Алла? Это всего Ну лишь скажите.
Благодарю вас, Ал. Но когда я буду отвечать, Алла, я вас призываю выключить микрофон. Я просто сейчас хочу проанализировать все, что вы сказали по поводу того, что вы самостоятельный, суверен. Да, вы в 91 году обрели свое независимое государство, на это никто не претендует, понимаете? Но когда вы живете на определенном географическом положении, нужно все-таки понимать, что суверенитет, он суверенитет, да, но существуют другие, более такие столповые вещи, которым торговать нельзя. И когда идет определенные взаимоотношения, да, между соседскими государствами, а у вас были конкретные взаимоотношения с российским государством с учетом полуострова Крым, да, и городом Севастополя, где стоял Черноморский флот Российской Федерации. Стоял еще до самостийной Украины, со времен, как говорится, Екатерины Великой. Давным-давно. Он там стоял, да. Для них это был стратегический объект, да, с точки зрения акватории Черного моря. Да, ну, для них это было жизненно важное пространство, чтобы контролировать вот этот регион с точки зрения именно их военно-морского флота. Понимаете? Они платили вам аренду на протяжении всей вашей независимости. Когда существуют определенные стратегические объекты, да, в виде акватории Черного моря, и когда существует там военно-морской флот, который там стоит, и, видимо, не просто так стоит, с учетом национальной безопасности, да, морской акватории российского государства, и который защищает именно те западные кордоны, да, российского государства. Вы, как государство, которое на протяжении всей вашей независимости получали арендную плату, понимали, что для России это очень важно, эссенциально важно, вы начали заигрывать с Западом, именно с объединенными силами Запада, да, и наверняка, и когда у вас были вот эти вот определенные взаимоотношения и сношения с Объединенным Западом, вы рассматривали такой вопрос, что Черноморский флот российского государства должен будет уйти в ближайшей перспективе с полуострова Крым, из города-героя Севастополя. И, скорее всего, туда, как суверенное государство, вы можете пригласить любой другой флот, в том числе и флот НАТО. Ну, вы же суверенное государство. И вы прекрасно себе отдавали отчет, что Россия на это не пойдет. И она будет защищать акваторию Черного моря, Черноморский флот именно в городе-герое Севастополе. Но вы сделали все, чтобы, как говорится, быть недоговороспособным. Вас предупреждали, будешь заигрывать с Западом, заигрывай. Но Черноморский флот останется на территории Крыма. Но нет, вы же подключились на все, и историю, как вы говорите, и Голодомор, и все остальные вещи, чтобы очернить ваше совместное прошлое, и чтобы у вас был повод дать пинка, да, под зад Черноморскому флоту с территории Крыма. Вам сказали, не заигрывай, иначе Крым отожмем. А вы начали говорить, мы что хотим, то не хотим. Стратегия, стратегические объекты, это выше вашего понимания. Но вы же самостийны, вам же, куда мы хотим, туда идем, блок НАТО. И поэтому мы потеряли то, что потеряли. И с этого Крыма все началось. Потеряли Крым, сейчас потеряли еще 4 области. Дальше что потеряете? Харьковскую, Николаевскую, Одесскую область? Гарантирую, что потеряете. Понимаете? Все, маховик запущен. И ваша самостийность сейчас рассыпается, наверное, как говорится, у нас на глазах на протяжении вот этих последних 2 с небольшим лет. Понимаете? И поэтому вы не самостийное государство. У вас нет независимости. Крым вы потеряли по своим причинам. Сейчас вы рассыпаетесь на части, и вся ваша самостийность зависит, да, от помощи и финансирования Объединенного Запада. Россия рассыпается на части, а не мы. Россия рассыпается. И я благодарна Горбачеву, что он устроил все это, и что рассыпалось все. Я ненавижу Россию. И никогда ее любить не буду. Черноморский флот должен был уйти. Он нам не нужен был, этот Черноморский флот, на нашей территории. Крым это Украина. И вы все прекрасно это понимаете, что Крым это Украина. Была, есть и будет. Он вернется в состав Украины. Обязательно вернется. Крым вернется, и все территории вернутся. Азамат, задумайтесь, потому что Россия воткнула нож в нашу спину. Она воткнет его и вам. Алла, регламент закончился. Тупая, вздорная баба. Ты слишком тупа, чтобы понять наши мысли. Вы сами звали войну на свою территорию и заигрывали своим суверенитетом. И заигрывали стратегическими объектами своего государства. Вас честно предупреждали. Будешь заигрывать, будет стоять вопрос о твоей государственности. Вас предупредили, но вы же скакали, прыгали, москаля кричали куда-то, там на пику, на ноже и так далее. Вы же самостийные, а вам сказали, не будет этого, не будет. Вы не выдержали проверку суверенитета, причем с этой идеологией. И вас скоро не станет, как минимум с этой идеологией. Смиритесь с этим. И вы будете кричать из трущоб, знаете, из всевозможных схронов, будете бегать по лесам, как ваши выродки-предки, да, аушники и упашники. Но вашего украинского государства с бандеровской идеологией существовать не будет. Будет существовать страна-победитель Украины. Но, правда, других урез на границе.
Самое печальное. Ребятки, я аж сам его заслушался. Вы знаете, я правда, я не прослушал, я прослушал минутки 2 только, то я заслушался. Ну, как он все изложил, да? И написано, за что нас? За что нас? Я сейчас включу вам второй ролик, который, наверное, вы утомились уже смотреть-то, без моего бля-бля и 5 копеечек вставлять. Я включу вам второй ролик, как один блогер украинский, вы помните, наверное, был потоп в Казахстане. Как он об этом сказал? А ведь слышат все, слушают, видят. Даже в Европе это знают, да, все. Как они относятся к Казахстану. И за что любить. Давайте послушаем. У казахов потоп. Ну и что? Вообще нисколько не жалко, вообще ни грамма, никакого сочувствия и сожаления. За всю войну 80 тонн гуманитарки передали, 4 фуры. Ну а что, Казахстан должен вообще-то кому-то что-то или нет? Неужели Казахстан должен что-то Украине? 4 фуры только передали. Например, Зе сам сказал, я вообще никому ничего не должен, только своей семье. Даже своей стране ваш президент не должен, как он выразился, да? Вам поставить этот ролик? Я вам поставлю. Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Поняли? Услышали? А почему Казахстан что-то вам должен? Вот, ребятки, такой вот ролик у нас получился, очень интересный. Ну, Азамат красавчик. Все расписал, в принципе, все рассказал, все по полочкам разложил. Решать вам, насколько он прав или не прав. Я почитаю ваши комментарии. Также можете перейти вот по ссылочке, по QR-коду в телеграм-канал. Там мы все с вами обсудим. Да, пишите, ребятки, пишите. Только адекватно и конструктивно пишите, да. И по делу пишите. А то очки не одевай, да, то ты не так одет ты вообще, и еще что-нибудь. Ну, есть такие тетки-злючки, да, недолюбленные, которые что-то им не угождает постоянно. Ладно, спасибочки, что досмотрели до конца. Подписка, да. Колокольчик, блин-блин, да, чтобы завтра не пропустить ролик. А то вдруг выйдет немножко позже. Всем добра, удачи.